Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, Скалска, Болгария, 1 ноября, 23 год. Золотая осень, друзья, прекрасная погода. Днем еще жарко, где-то 25-26 градусов. Уже холода медленно, но верно к нам наступают. Друзья, продолжаем. Сейчас, наверное, самая извечная тема и огромное количество обращений, как переехать в Болгарию. Ко мне пишут очень многие люди, ко мне звонят. И сейчас, друзья мои, люди, которые раньше еще где-то полгода назад, год назад не знали вообще, не принимали какие-то решения по переезду, сейчас, конечно, какой-то шквал звонков, шквал вопросов. Естественно, друзья, а канал для вас. Прежде всего, я этот канал делаю для вас. Естественно, делаю его не только для вас и для себя, чтобы потом вспомнить, как все было, как мы переезжали, с какими трудностями мы справлялись при переезде. Но первая информация от первого лица. Я говорю только правду, ничего кроме правды, я ничего не преувеличиваю, рассказываю все как есть. Очень извечный вопрос, который поступает ко мне. Как Болгария относится к русскоязычным? Русскоязычные люди – это люди, которые говорят на русском языке. Это люди, которые могут приехать из России, Украины, Германии, Израиля, Америки и Канады, из других стран. Они все говорят на русском языке, потому что как относятся к людям, которые не говорят на русском языке, я в принципе знаю, но об этом позже. Итак, друзья, развеем какие-то мифы, развеем какие-то непонятки. Болгары к русскоязычным людям относятся хорошо. Мы проживаем в центральной и северной Болгарии, в селе, небольшом, маленьком селе. От нас 15 километров город Габрово, всемирно известная столица юмора. И, естественно, на каком языке мы говорим в семье? На русском. Хоть мы 35 лет прожили в Израиле со Светочкой, то говорим мы все равно на русском языке. Это наш родной язык. Мы на нем выросли. Между собой мы на иврите не говорим. Конечно, иногда мы вставляем какие-то слова, потому что, в общем-то, общение дома, общение с внуками, общение с детьми происходит на этом языке. Сначала мы тоже немножко сомневались, мы не понимали, когда приехали сюда год и ровно, наверное, 3 месяца, как же будет, будут ли нас понимать, потому что болгарский язык мы еще не знали. Сказать, что я сейчас знаю болгарский язык, это о многом не сказать. Я его понимаю, потому что болгарский язык, естественно, это кириллица. И намного проще читать надписи на магазинах, надписи на улицах. Здесь вы много чего будете понимать. Говорить немножко сложнее. Болгарский язык, он не легкий язык, но в некотором роде он достаточно похож. И те, кто приехали с Украины, болгарский язык похож на украинский язык, меньше он похож на русский. Но не в этом дело. Отношение болгар к русскоязычным. Я ничего плохого сказать не могу. Основываясь на своем опыте. Меня понимают все, меня понимали все. И если где-то в магазине, в каком-то месте я еще не знал, как общаться, как я буду общаться, я сначала спрашиваю по-русски, вы говорите по-русски? Нет, не говорю по-русски, по-английски, немножко. В итоге в совокупности нескольких языков всегда все друг друга понимают. Люди, болгары, которые старше 50 лет, которые еще застали времена, когда в школах в Болгарии учили русский язык, они понимают, и они всегда, ни разу практически не было какой-то недоброжелательности. Никто от меня здесь не отворачивался, услышав мою русскую речь. Этого не было. Наверное, иногда мы со Светой идем в магазине, стоим около кассы, она говорит: ой, а вы из России? Мы говорим: нет, не из России. А откуда? Мы из Израиля. Нет, наверное, вы все-таки, вы же русские. Я говорю: частично, потому что болгары понимают как. Если вы говорите на русском, значит вы русские. И неважно, откуда вы приехали. Украина, Казахстан, Германия. Говорите по-русски, значит русские. Ребят, нормально, все абсолютно. Никакой агрессии. Сразу понимаете, агрессии нет. Может быть, в каких-то где-то местах кто-то не захочет говорить на русском языке, но, опять же, я лично такого не встречал. Поэтому сказать чего-то болгары хорошие, добрые и очень толерантные люди, потому что в Болгарии есть очень много языков. В Болгарии живут мусульмане, христиане, иудеи,
Не знаю, может, живут и буддисты, но я, честно говоря, не встречал. Поэтому здесь толерантность и отношение к чужестранцам очень и очень хорошие. Всегда подскажут, куда идти. Не было ни разу ситуации, чтобы мне где-то отказали в моем вопросе, когда я еще не понимал болгарский. Сейчас, конечно, я стараюсь, если что-то, я задаю вопрос на болгарском языке, на ломаном болгарском. Если я добавляю еще русские слова, всегда вас поймут, доброжелательно объяснят, и вы не увидите агрессии, потому что болгарский народ — это абсолютно не агрессивный народ. Это просто не агрессивный народ. Побывав, наверное, во многих странах бывшего Советского Союза, включая Россию, включая в Украине, ребят, там я встречал больше. И там я встречал иногда больше агрессии. Не все люди там добрые, не все улыбаются. И когда вы приезжаете в Болгарию, вы, наверное, сразу же видите больше улыбок у людей самого разного класса. Богатых, бедных, таксистов. Все довольны, все спокойны, ребята. Все спокойны и улыбаются. И достаточно это приятно. Кассир в кассе всегда вам скажет здравствуйте, здравейте, всегда вам пожелает хорошего дня. Ну, это кассир в кассе, это человек, который работает не за большую зарплату. Но чтобы увидеть его кислое лицо там, или какую-то услышать от него грубость, ну, редко, очень и очень редко, понимаете? И здесь я сейчас не делаю какую-то рекламу Болгарии и болгарам. Но, скажу вам честно, вот у меня есть очень много знакомых именно болгар, и от них я не видел никогда агрессии к кому-либо, к русскоязычным, к израильтянам, к евреям. Не видел и не слышал. Говорю то, что есть, ничего не придумываю, не делаю какую-то рекламу. Более того, вы знаете, было очень приятно, когда мне приходит сообщение, что вам пришла посылка, и человек, пожилой болгарин, я не думаю, что обеспеченный, просто посылает мне коробку помидор. Вы понимаете, это человек, который собрал помидоры со своего сада, положил это в коробку, 8 килограмм, запаковал коробку, пошел на почту и за свои деньги мне их отправил. Я могу сказать что-то плохое? Это вот человек это сделал, это Стефан, привет от своего, очень хороший, приятный человек. Ну, как это объяснить? Можем ли мы сказать что-то плохое? Нет, абсолютно не можем. Естественно, никогда нельзя судить по каким-то единичным случаям. Но в большинстве своем, вот мы в селе есть люди, которые говорят на русском языке, на болгарском, на английском. Сказать вам честно, отношение к англоязычным людям намного хуже, чем к русскоязычным людям. Почему? Потому что я задавал болгарам такой вопрос. Они говорят: Дим, ты понимаешь, что вот англоязычные люди, они, приехав в Болгарию, они абсолютно не хотят интегрироваться в общество, они не очень хотят учить болгарский язык. Ну и нам это немножко как бы не нравится все-таки. Друзья мои, мы приехали, мы не у себя дома. Мы приехали в чужую для нас страну. Мы начинаем в ней интегрироваться. Да, мы покупаем здесь недвижимость, мы здесь снимаем. Это интеграция такая. Соответственно, мы везде, мы не должны как бы думать, что все должны понимать нас. Я никогда не жду, чтобы меня поняли в чужой стране. Значит, если я в чужой стране, если я здесь живу, если я не приехал сюда как турист, чтобы гостиница, ресторан, кафе и Черное море, то мне нужно как-то. Меня никто не должен здесь понимать. И мне здесь никто ничего не должен. Очень многие стереотипы, когда мы же, приехав из Израиля, мы были в другом ритме жизни. У нас все быстро, мы спешим, мы пытаемся заработать больше денег. И мы ждем от других такого же отношения. Мы ждем это в Израиле. А приехав в Болгарию, я вообще супер пунктуальный человек. Если я там назначаю какую-то встречу, там 9:15, это будет 9:15, не 9:17. Ну, поняв через какое-то время, что в Болгарии немножко другой ритм жизни, я не должен кому-то навязывать свои, в общем-то, желания и свой ритм. Я должен приспосабливаться. Не прогибаться, как это говорится, а приспосабливаться. Никто мне здесь ничем не обязан.
И вам здесь тоже никто ничем не обязан. Приехали. Вот давайте простой пример приведем. Там нужно было заказать дверь. Я приехал, договорился, мне сказали, там, Дим, приедь через 3 дня, привези размеры. Приехал, привез размеры. Через 2 дня подъехал снова, там о чем-то договориться. Женщина, которая там принимала заказ, ее не было, позвонил ей, она говорит, все нормально, к тебе приедут там в понедельник и снимут сами размеры, подтвердят заказ. Друзья, понедельник прошел уже 2 недели, ко мне никто не приехал. Вы думаете, я так не... Если бы это было в Израиле, там, я бы, наверное, уже там нервничал, рвал телефон и отказывался бы от заказа и договаривался с другими. Здесь я абсолютно спокоен. Я прекрасно знаю. Может быть, они приедут, а может быть, не приедут. Значит, нужно мне снова перезвонить. Буду я нервничать? Да не буду. Зачем? Учить болгар, как нужно работать, я никогда не буду. Кто я такой на самом деле? Либо меня это устраивает, либо меня это не устраивает. И поэтому всем рекомендую, кто приезжает из Израиля, других стран, ребята, не учите болгар жить. Не надо перестраивать систему, в которой люди живут. Надо либо приспособиться к этой системе, либо уезжать обратно. Потому что, во-первых, кто нас здесь ждал? Нас никто не ждет. Мы приехали, к нам прекрасно относятся, нам многие хотят помочь, объяснить, рассказать. Не нужно приходить в чужое общество со своим уставом, как очень многие любят. Поучать, говорить, а вот тут так надо, а так должно быть. Да никто не... Что значит должно быть? Человек хочет прийти, он придет, не хочет, не придет. Тебе надо, позвони. Это ментальность. Наша ментальность одна. Болгарская ментальность другая. Навязывать в Болгарии свою ментальность не нужно никому. Вы наживете себе проблемы, вас просто не поймут, и к вам будут относиться, не так, как вам хотелось бы. Но, если вы относитесь к людям так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам, тогда будет все хорошо. У меня вообще нет ни с кем проблем. Я, когда проезжаю в селе, неважно кто идет, я открываю окно из машины, я со всеми здороваюсь, прекрасные отношения. И к нам, соответственно, такое же прекрасное отношение. Будь мы какими-то снобами, там, да, вот, евреи приехали, они богатые, там, ля-ля-ля. Ну и что? Не надо здесь показывать там свое богатство, свою крутость или еще чего-то, потому что это никому не поможет и принесет вам только какие-то, в общем-то, неприятности. И все вот это касается абсолютно всего. Живете вы в селе или снимаете апартаменты в доме, улыбайтесь соседям, говорите «здрасте». Вам не ответили, значит, не ответили. Но никогда, в общем-то, я не встречал, что если я здороваюсь с человеком, на меня косо смотрят. Здесь этого не было никогда. Говорю честно, откровенно правду. Потому что чем мне врать-то, господи, 1 год и 3 месяца прожили, со всеми прекрасные отношения. И нету никаких, в общем-то, негативных ситуаций в отношениях с людьми особо не было. Да даже не особо. Так что вот очень простой ответ. К русскоязычным в Болгарии относятся хорошо. Никто же не бросается вас обнимать там и целовать никому. Потому что болгары, они толерантные люди. Они намного более приятные, наверное, чем в некоторых европейских странах. Говорю по ощущениям, в европейских странах не жил, но здесь улыбка, спокойствие, солнце, оно присутствует больше, чем в некоторых местах. Поэтому, наверное, ответил на вопрос. К русскоязычным относятся хорошо, вас примут, вас принимают, вам объяснят. Просто вы тоже относитесь хорошо к болгароязычным. Не ждите, не требуйте от них и не учите никогда их жить. Не надо советовать. Ваши советы оставьте, пожалуйста, в вашей семье. Хорошего дня, будьте здоровы и удачи вам. Хубав ден. Шельхам йом наим хаварим шели. And have a nice day, my friends. Чао-чао. Будьте здоровы, мира и удачи вам.